Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Вот я закончила вязание этой кофточки. Видите, кофточка с круглой кокеткой, регланом сверху. И я назвала Самарканд. Самарканд, многие из вас знаете, древнейший, исторически красивый город Узбекистана. Когда я вяжу кофточку с круглой кокеткой, я люблю вязать эту кокетку с узором. И здесь тоже я применила такой уникальный, эксклюзивный, красивый узор. Этот узор разработала я сама, друзья. Пришлось мне работать долго над этим узором. В конечном итоге получилось. Я очень, конечно, обрадовалась. Думаю, и вам всем понравится. Если будете применять этот узор в своем творчестве, в своих кофточках, я буду очень рада. Этот узор предназначен только для круглой кокетки, когда вы вяжете кофточки сверху вниз. Этот узор при вязании несложно, друзья. Кто умеет вязать узор по схеме, спокойно вяжет этот узор. Узор вяжется в нечетных рядах, а четные ряды вяжутся по рисунку. В четных рядах накиды вяжутся лицевыми петлями, потому что кокетку мы вяжем по кругу. Чтобы получить схему этого узора, друзья, посмотрите описание под видео, и там указано, где и как найти эту схему. Друзья, длина кокетки с узором, когда не добавляем горловину, составляет 22 сантиметра. И на эту кокетку можно сразу оформлять подрезы при размерах 44-46. А в моем случае размер 50-52. Чтобы увеличить размер кофточки, надо будет после кокетки оформлять регланные линии. И потом будем оформлять подрезы. Таким образом, можно спокойно увеличить размер кофточки. Заранее скажу, друзья, что мастер-класса вязания узора не будет. Мы с вами посмотрим остальные все технические моменты вязания круглой кокетки. Дополняла
кое-какими моментами, кое-какими техническими нюансами. И буду обязательно поделиться и этими нюансами в мастер-классе при вязании этой кофточки. Давайте, друзья, я сперва вам объясню схематично, чтобы вам было проще понять ход вязания. Вот мы вязали горловину, потом оформляем кокетку. И у нас кокетка получается круглая. На самом деле кофточки получается не такой круглой, получается слегка конусовидной формы. Линия плечики не в таком горизонтальном виде, а немножко огибающей, где-то под уклоном 20-25 градусов. И как мы закончим нашу кокетку, друзья, мы будем разделить петли кокетки на части кофточки. Это 2 рукава, спинку и перед. И обозначаем маркировками наше деление на части. И потом будем приступить к оформлению регланной линии, чтобы корректировать на размер тела кофточки. И наше вязание приобретает вот такой вид. Вот где мы отметили маркировками, отделили часть нашей кофточки, и поэтому мы проводим регланные линии и будем добавлять возле регланной линии накиды через ряд. И по ходу оформления этой регланной линии, друзья, мы будем корректировать кокетку. Именно корректировать круглую форму кокетку на тело кофточки. По переду и на спинке. Будем провязывать сперва на левой стороне. Здесь видно, здесь как будто образуется такой клин. И по переду то же самое. И когда закончим эту сторону, друзья, мы проходим на правую сторону. И здесь ту же самую процедуру мы повторяем. И в итоге, вот видите, у нас круглость кокетки по переду и на спинке будет корректирована, и линия тела кофточки приобретает вот такую более горизонтальную линию. А со стороны рукава, друзья, здесь незначительная будет круглость кокетки, поэтому здесь не обязательно корректировать эту круглость. И когда мы закончим эту коррекцию и закончим наши регланные линии, и мы приступим к оформлению азиатский росток. Когда мы наравне сгибаем нашу кокетку, форма горловины приобретает вот такой вид. А нам нужен, кофточка должна иметь вот такой вид. Что спинка выше, а передняя часть горловины, она углубленная. И когда мы в таком виде сгибаем нашу кокетку, друзья, когда посмотрим на спинной части, приобретает вот такой вид. Вот видите, чтобы иметь одинаковый размер спинки с передом, вяжем дополнительные ряды, и это у нас называется азиатский росток. И еще один нюанс здесь, друзья. Когда мы посмотрим перед оформлением ростка, не хватает
некоторые части и в области рукава. И это место, эту часть тоже мы должны заполнять. Вот схематично я поставлю наш росток. Вот мы вяжем росток, подравниваем спинку наперед, и у нас должен получиться вид со стороны спинки вот в таком виде. Вот видите, здесь придется, значит, заполнить и рукава со стороны спинки. И при вязании ростка мы это заполним. И вот видите, здесь вот эта регланная линия будет продолжаться с обеих сторон на спинке. И теперь мы будем добавлять накиды тоже через ряд в сторону петли рукава. И здесь добавляется количество петли, смотря сколько рядов вы будете вязать для ростка. В моем случае вязано 12 рядов, и здесь добавляется по 6 петель. И при добавлении, при этих 6 петель, мы будем корректировать именно вот это короче место рукава. Для этого тоже мы будем здесь эту часть петли рукава разделить на 6 частей обе стороны и будем укороченными рядами вязать, оформлять регланную линию, и здесь каждым разом будем добавлять каждую следующую часть петли рукава. И с этим мы будем туда-сюда привязать ряды, и у нас будет здесь оформляться росток, и будем еще и корректировать нехватку рукава в области спинки. И как мы эту процедуру закончим, друзья, потом мы спокойно будем приступить к оформлению подреза. Вот видите, друзья, здесь кофточка горловина прилегающая и связана с резинкой 1 на 1. И набрано 120 петель. И 120 петель ровно разделяется на 15 раппортов узора. Раппорт узора состоит из 8 петель. И до конца кокетки раппорт расширяется по узору и в конце составляет 20 петель в раппорте. И по вашим расчетам, друзья, когда у вас будет своя нитка, своя спица, ваша широта горловины, может получится немножко другие цифры. Тогда можете добавлять петли и, соответственно, ровно делиться на раппорт узора. И интервал составляет от 15 раппортов до 17. Значит, мы должны здесь набирать петель не меньше 120 петель и не больше 136 петель. Когда вы набираете 120 петель, как этой кофточке помещается 15 раппортов узора. Если ваши цифры получатся около вот этой цифры 128, друзья, вы будете именно набирать 128 петель, чтобы не меньше и не больше, чтобы у вас поместилось 16 раппортов узора. И самый высокий диапазон мы можем еще брать 136 петель, чтобы получилось у нас 17 раппортов узора. И длина кокетки в моем случае получается 25 сантиметров. Это когда мы измеряем с начала горловины до конца кокетки. Как готова будет наша кокетка, друзья,
мы будем разделить петли кокетки по частям кофточки. Это будет 2 рукава, перед и спинка. Схематично я вам покажу. Петли кокетки разделяем на 2 рукава, на спинку, на перед и обязательно регланные линии. И как мы разделяем петли на части, это у меня подробно показано расчеты на мастер-классе вязания кофточки лаванда. Там тоже круглая кокетка, очень похожа на это. Ну, конечно, там немножко другие цифры. И там даю, как делать расчеты, чтобы разделить петли кокетки по частям. Здесь тоже коротко я вам объясню. Кому будет здесь непонятно, можете посмотреть на тот мастер-класс. И в моем случае, друзья, 300 петель кокетки считаем 100%. И из них 38% будет 2 рукава. 300 умножаем на 38 и разделяем на 100. И у нас получается 114 петель. Это получается на одну рукава по 57 петель. И отмечаем на схеме. Теперь от 300 петель отнимаем вот это 114 петель. И у нас остается 186 петель. И эта цифра у нас означает перед и спинка. И мы разделяем ровно напополам. И у нас получается по 93 петли. 93 петли будет для спинки, 93 петли будет для перед. От перед и от спинки мы отделяем по одной петле для регланной линии и отнимается 2 петли. И когда от 93 отнимаем 2, остается 91 петель для спинки, 91 петель для перед. И по одной петле для регланной линии. Теперь на практике будем разделить эти петли в кокетке и будем отмечать каждую часть с маркировками. Начало ряда у нас находится вот здесь. Маркировка начала нового ряда. И здесь вот так посчитала 104 петли. И я совпадаю где-то вот здесь. И потом здесь определяю центральную петлю переда. Вот чтобы именно совпало на этот узор. Вот, друзья. Вот. Обязательно на это обращаем внимание. И здесь вот видите, центральная петля означается вот эта петля. Вот по 2 петли с обеих сторон так крестятся. И в центре у нас 1 петля будет. И вот эту петлю мы отмечаем маркировкой. Вот желтой маркировкой. И мы знаем, что это после желтой маркировки находится центральная петля переда. И после этого мы начинаем посчитать петли. 1 центральная петля. Посчитаем половину петли переда. 45 петель. Желтая маркировка. И 1 у нас будет здесь центральная петля. И потом мы здесь посчитаем 45 петель. Доходим до регланной петли, отмечаем с маркировкой, голубой маркировкой. После голубой маркировки регланная петля.
После этого мы будем посчитать 57 петель для левого рукава. Ставим синюю маркировку. И эту маркировку мы уберем. И после этой синей маркировки регланная петля. И схематично поставили маркировку синюю вот здесь. Потом посчитаем 91 петель. Ставим голубую маркировку перед этой регланной петлей. Посчитали петли спинки и ставили маркировку. После этой маркировки петля регланная. Посчитаем для правого рукава 57 петель. Ставим маркировку голубую. И после этой маркировки петля будет регланная петля. Отмечаем схематично. И оставшийся час до центральной петли переда после регланной петли должна быть 45 петель. Вот таким образом, друзья, мы распределили петли кокетки и обозначили маркировками.